Йоу, мои паяльщики и паяльки, с вами снова я, Devil Byte, и вот принесли мне вот эти вот рации. Трабл номер один. Это вот такая херовая китайская пайка, как вы видите. И как видите, вся плата в остатках флюса, он не отмыт. Ну, про качество пайки я вообще умалчиваю. Так что вот так вот, блин. Такая вот ситуация. Примечательно, что пихую вообще, блядь, на плюс и на минус. В смысле того, что китайцы не сделали здесь проводки разного цвета. Поэтому, чтобы не обать долго голову, я раскручу вот эту вот рацию и посмотрю, припаян динамик здесь. Так, а плюс у нас припаян ближе к микрофону, а минус припаян ближе к переключателю. Блять. Так, приступаем к ремонту нашей рации. Плюс подпаиваем. Так, плюсовой контакт к выводу. Сука, тут еще не все так просто. Ребятки, не подлезешь. Ебать. Блять, все, сука, интересно. Динамик мы запаяли, поэтому сейчас мы возьмем его, включим и проверим. Не знаю, какая из этих батарей севшая, какая живая. Ну-ка. О, есть. Динамик мы припаяли правильно. Теперь у нас осталась проблема со светодиодом. Все, кнопки мои хана уже на дозаторе, умирает. И сука. Так, и светодиод, как вы видите, мы тоже запаяли. Все прям отлично. Устанавливаем в корпус. Корпус наша чудо, чудное, диво дивное. Блять. Тут еще что? Это, блять, не все так просто. Я светодиодом уперся. Ебать. Ебать его скорежило. Эй, сука. Вот так вот. Ну давайте проверим сразу, работает ли он или хуя лысого. Работает, ребята. Вот он, наш фонарик, все работает. Надо было инструкцию почитать. Ну ничего. Устанавливаем в этот раз. Супер аккуратно. Аккуратно. Вот так. Бам. Все зашло. И можем теперь это говнодрочку, блять, собирать.
Короче, эта рация работает. Давайте теперь вот это проверим. Короче, все работает, ребята. Так, вот такой вот изи-бизи у нас ремонт вышел. Это севшая сука, ну ладно. Короче, ребятки, сейчас эти рации отправляются на подзарядку. Следующее, что меня попросили сделать, это по возможности включить на них голосовой скрэмблер. Для тех, кто не знает, скрэмблирование — это, короче, шифровка передачи голоса. Вот, попросили включить скрэмблирование и изменить частоту. Сейчас я изготовлю свой собственный адаптер для подключения этих раций к ПК, и мы попробуем их прошить и посмотрим, что из этого получится. Они используют интерфейс UART, и подключение будет выглядеть следующим образом, примерно вот так. На 2,5 миллиметровом джеке ground это верхний контакт, а передача данных средний, а на 3,5 джеке RX это передача данных. Но говорят, что иногда нужно местами RX-TX поменять, короче, трансив-ресив. Ребята, для того, чтобы нам изготовить кабель для подключения наших раций, нам понадобится джек 2,5 мм, джек 3,5 мм. Джек 2,5 мм обязательно стерео должен быть. Ну и 3 проводка. Готово. И я использую вот такую вот тройную фишечку, но сейчас вставлять их рано, так как нам нужно будет понять на разъемах, не перепутаны ли в наших рациях, как я и говорил, TX и RX. Так что сейчас мы подпаяем эти проводки к нашим разъемам и посмотрим, что из этого получится. Давайте припаяем наши проводки. Нанесу немного флюса. Граунд будет серым. Разъемчики запаяны, можно одеть на них из
изоляционные муфточки. Ну и проверим, как оно вообще хоть вставится-то в рацию, нет. Бам. Бам. Ну, смотрите, можно их тут даже залить горячим клеем. И будет как одно целое, наверное, что очень четко у нас работает. Ну и все, что нам осталось, это определиться с пинами. И можно установить их вот в этот разъем. Сейчас мы это узнаем. Настало время для прошивки наших раций, и будет происходить это следующим образом. Сейчас я качну программулину под названием Chirp. Вроде как это одна из лучших софтин. Нам нужно следующее: чтение и станция. И здесь у нас уже выбрано по умолчанию Baofeng BF888. И нам нужен наш компорт. В моем случае, по-моему, это компорт 5. Дальше что нам необходимо сделать? Нам необходимо подключить к нашему вот такому вот конвертеру интерфейсов наши рации. Для того, чтобы UART заработал, нам необходимо снять перемычки с разъемов RS. Джампера так называемые, иначе ни хера работать не будет. Подключили мы нашу рацию, предположительно, как и должно быть, Ground, RX и TX. Если кто уже забыл, напоминаю распиновку разъема, но суть в том, что RX и TX могут быть попутаны местами. У некоторых работает так, а у некоторых по-другому. Ну и давайте посмотрим. Вот запущен наш чирп. Мы нажимаем чтение и станция. Выбираем здесь нашу рацию. В нашем случае это Baofeng BF888. Наш порт COM7. И запускаем. Вот пошло считывание из нашей радиостанции. Вот она мигает, как можете видеть, и вот она прочиталась. Итак, мы убедились, что наши пины подключены верно. Они читаются. Точнее, читаются наши рации. И после этого мы можем установить их в наш разъем. Ну и начнем с граунда, с первого. Берем и устанавливаем. Есть. Разъем зафиксирован. Следующий у нас это передача данных. Устанавливаем в наш разъемчик и прием данных. Все, мы получили вот таким нехитрым способом кабель для подключения нашей рации Baofeng. Я не знаю, там скорее всего у других тоже распиновка будет совпадать, я так думаю, поэтому вот так вот мы быстренько за 5 минут замутили наш адаптер. Ну и сейчас я дозаряжу рации, и мы будем их прошивать. Поближе познакомимся с чирпом. Кстати, вот так вот работает наш переходник, и вы... Оп! И все просто офигенно четко садится. Паяльчики и паяйки, настало время убедиться, что наш программатор работает. Активировать функцию скрэмблера, если это возможно на некоторых каналах. И... посмотрим, что там еще можно сделать. Итак, берем нашу рацию Baofeng BF888S или просто 888. Запускаем наш
нашу рацию, выкручиваем громкость на полную, канал установленный не принципиально, подключаем наш адаптер и смотрим, что у нас из этого выйдет. Чинь. Итак, наша рация подключена. Дальше нам необходимо считать с нее настройки. Ждем, пока программа отдуплится. Он предлагает нам, как я и говорил, выбрать наш компорт. В моем случае это 7-й компорт. Рация у нас фирмы Baofeng, модель BF888. Мы жмем кнопку «Читать». И, как видите, понеслось считывание. Бум. Вот он прочитал наши каналы. Точнее, вообще считал настройки нашей рации. Что мы здесь видим, ребята? Видим мы здесь следующую перхоть. Видим частоты, которые выставлены на каждом канале. Вид субтона, тра-та-та, тон того, тон сего, блять, и тон прочего. И видим вот здесь режим работы. Все каналы работают в FM диапазоне. Можно двойным кликом выбрать диапазон NFM и мощность. Настроим наш канал. Возьмем, например, 14. И для того, чтобы, по идее, включить скрэмблер, нам нужно перейти во вкладку Other и выбрать вот эту вот галку Bit Shift Scrambler. Так, ну давайте посмотрим. Окей. И частоту мы сейчас сместим на 3 МГц. 453 МГц. Так, и теперь нам нужно прошить наши настройки в станцию. Выбираем «Записать в станцию». Ожидаем отклика нашей программы. Жмем ОК. Запись прошла успешно. Ну и по идее сейчас вторая рация нас не должна слышать. Вот смотрите. Вот она, наша рация. Я выбрал, вот вам, выбрал 14 канал. И здесь, и здесь. И, как видите, рация не реагирует. Вторая. Отлично. Значит, наша прошивка удалась. Давайте прошьем вторую рацию. И, по идее, они сейчас должны друг друга услышать. Опс, сука. Также жмакаем запись в станцию. Ожидаем отклика программы. Жмем ОК. Запись, по идее, прошла. Да? Ну, сейчас попробуем. Так. Раз. Да. Запись прошла, и теперь нас слышно. Раз. Как слышно, прием. Скрэмблер работает, частота изменилась. Мы взяли эти военные чипы. Прием. Они у нас уходят. Кавер. Ну вот, мои паяльщики и паяйки, программирование удалось. Можно еще выставить на радиостанциях канал с пониженным потреблением. Пусть это будет 10-й канал. Для того, чтобы нам это сделать, в нужной строке выбираем мощность low. Пусть это будет 2 канала, 10 и 11. Заодно и проверим, насколько это влияет на дальность. Так, выбрал настройки. Жму записать в станцию. Ожидаю отклика. Прошиваю.
Есть. И то же самое проделываю со второй, сука, рацией. Станция, запись в станцию. И окей. Все. Наше программирование завершено. Возможно, тут еще отключить голосовую поддержку, но мы не будем этого делать. Говорят, что это сильно экономит батарею, но мне, в принципе, это никак не мешает. Ну и что хозяин будет доволен. Вот такие вот, ребята, пирожки. Осталось нам ее только протестить. Сейчас я пойду на улицу и найду с кем протестировать эти рации. И мы посмотрим, насколько далеко они свободны посылать сигнал. Йо, мои паяльщики и паяйки. Выдался у нас хороший денек. Вроде не так уж и холодно для того, чтобы протестировать наши прошитые рации Baffin BF888S на дальность. Сейчас начнем с 10 канала, который у нас прошит на пониженное энергопотребление. Посмотрим, удастся ли мне так далеко уйти по прямой. Вот. И как только потеряется сигнал, переключимся на 14 канал. Так, ставим 10 канал. 10. Прием, прием. Работают. Так, сейчас я дам одну рацию своему оппоненту. Как слышно? Слышно хорошо. Сокол, чайка слышит. Подойди поближе к стабилизатору, чтобы слышно рацию было. Потому что, конечно, и так слышно, я не знаю. Или и так слышно? Это знаешь ты. Слышно? Слышно, слышно. Четко слышно, без помех? Да, без помех. Хорошо слышно. За сколько метров ты прошел? Думаю, где-то метров 150-200. Ты до конца посадки можешь дойти, да? Может быть, я не знаю, это ж по идее тут пониженное энергопотребление включено на этом канале. А меня интересно, видно в кадр до сих пор? Рейс, меня слышно? Есть прием. Да, слышно, но я хотела еще, чтобы и было видно. Я немножко приподняла стабилизатор, но там видно только одну точку. И вообще не видно. Надо было тебе зум научить делать, интересно, можно увеличить? Наверное, это можно. Так, если двумя пальчиками по экрану, знаешь, как раздвигаешь, расшевеливаешь бирку. Нифига себе ты. Знаю, конечно. По полоске там ведешь вверх-вниз, полоску двигаешь, которая появится. Глянь, ну тут уже метров 300 по-любому я от тебя ушел, и все равно слышно хорошо, да? Ну да, прекрасно слышно. Ты же меня слышишь? Ну так уже маленькие помехи появляются. Не, ну помехи есть, но они не настолько, чтобы не различать, что ты говоришь. Ну да, я сейчас чувствую, я еще и до конца посадки дойду. Ты уже там, по-моему, в конце посадки. Еще далеко, это я примерно полпути прошел. Прямой видимости они и будут, в принципе, хорошо работать. Хотя надо потом еще в городских условиях где-нибудь провести. Да? Ну ты возвращайся. Сразу возвращаемся.
change battery. Please change battery. Так, ну вот мои боярчики по яйке. Шел я уже метров, наверное, 500, может быть, дальше. И это на канале с пониженным энергопотреблением. Так что, думаю, дальше гонять их смысла не имеет. Свою заявленную функцию 500 метров они исполняют. Вот. Работают хорошо, в целом без помех, речь различима. Поэтому неплохие рации, могу рекомендовать к покупке. И для небольшого частного применения они пойдут или на небольших строительных объектах. Please change battery. Так, ну вот, мои паяльщики и паяйки, проверили мы с вами вот такие вот замечательные китайские рации. Ну, что я вам могу сказать, в принципе, я впечатлен, что они так работают. Батарейки, конечно, у них маловато, хватит ненадолго. Вот одна уже почему-то решила, что ей нужно заменить батарею, но в целом классно.